Привет из Выборга! Я приехала сюда с экскурсией из Питера на один день. Покажу вам самые красивые места, главные достопримечательности, которые нужно увидеть обязательно. Мы с вами погуляем по средневековым улочкам и знаменитому парку Монрепо. Расскажу, как увидеть все самое главное в Выборге за один день. Поехали! Выборг – это уголок старой Европы в России. Уютные площади и старинные дома, многовековая брусчатка и узкие улочки, крепостные стены и величественный замок. Этот город сохранил свою историю. Выборг расположен в 140 километрах от Санкт-Петербурга. Если вы добираетесь своим ходом, садитесь на электричку на Финляндском вокзале. Но если вы еще ни разу не бывали в Выборге, вам точно стоит выбрать однодневный тур из Петербурга. У города богатое прошлое, он окружен множеством интересных легенд. Все это точно стоит услышать. Уверена, что вы полюбите Выборг. Я выбрала классическую обзорную экскурсию по Выборгу на один день. Это групповой тур по доступной цене. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Наш автобус отправился в путь прямо из центра Санкт-Петербурга. Мы проехали по набережной, а затем перестроились на скоростную трассу и направились в Выборг. Дорога заняла около 2 часов. Время пролетело быстро, потому что наш гид Татьяна сразу начала рассказ. Мы говорили о достопримечательностях Петербурга и истории возникновения Выборга. Наша первая остановка – знаменитый пейзажный парк Монрепо. Считается, что это место должен увидеть каждый турист. Монрепо – жемчужина Выборга. Входные билеты в парк включены в стоимость экскурсии. Уверена, что здесь можно прекрасно провести целый день, но в первый раз, конечно, лучше с экскурсией. Это место особенное. В центральной части библиотека, вот здесь далее гостевые комнаты и дома, и комнаты для прислуги. Скальный пейзажный парк Монрепо расположен на землях бывшего частного владения семьи баронов фон Николаи. Сегодня парк трепетно оберегают, а все утраченные постройки постепенно восстанавливают. В наши дни в Монрепо можно увидеть воссозданные усадебные ворота, комплекс огородов, храм Нептуна, чайную беседку и другие удивительные постройки. В переводе с французского название Монрепо означает «мой покой». Оказавшись в парке, вы быстро поймете, почему это место носит такое поэтичное имя. Прекрасная архитектура, грубый гранит и холодные скалы, нежные цветы и сочная трава, величественный лес и бескрайнее озеро – это идеальная гармония человека и природы. В этом парке вы узнаете, почему именно здесь установлена статуя героя эпоса Калевалы Войнымянина, где находится край света, какая связь между баронами Николаи и императорской четой, как выглядит лицо Монрепо. В парке есть особая пещера, где можно загадать желание. Уверена, что вас поразят эти скалы и деревья, растущие прямо на камнях. На память о прогулке в Монрепо можно взять маленький кусочек красного гранита Рапокиви, который тут повсюду.
Во время прогулки по Выборгу вы точно проголодаетесь. В нашей группе предложили организованный обед в ресторане прямо на знаменитой рыночной площади. Это по желанию. Некоторые туристы решили поесть самостоятельно. Я решила пообедать в ресторане вместе со всеми. Это быстро, удобно, недорого и вкусно. Что бы вы ни выбрали, оставьте немного местечка в животе под знаменитые крендели. Во время пешеходной части экскурсии мы оказались в знаменитой усадьбе Бюргера. Сегодня здесь пекут лучшие крендели в Выборге. Тут же можно попробовать знаменитые напитки – хмельной эль и пряный глёк. Хозяйка лавки оказалась очень общительной и рассказала нам много интересного о местной продукции и необычных сувенирах. Легендарный крендель в Выборге едят аж с середины XIV века. Его рецепт всегда хранили в строжайшем секрете. После взятия Выборга в 1710 году крендель полюбили и в Петербурге, и даже поставляли к императорскому двору. Очень интересный вкус. Я думала, что он как баранка, но он мягкий, такой немножечко пряный и сладковатый. Очень необычное сочетание. Мне понравилось. Попробуйте знаменитый крендель и обязательно привезите его в качестве гостинца близким. А теперь мы отправляемся гулять по старому Выборгу. Первым делом стоит осмотреться на рыночной площади и узнать историю круглой башни. Можно зайти внутрь. Это бесплатно. Когда-то в круглой башне, которая была местом, где хранили боеприпасы, место, где, собственно, находились части Выборгского ополчения, и тюрьма находилась, и тоже называли эту башню как исходоворотную бараньей тюрьмой. Почему? В середине XVI века башня входила в число защитных сооружений Выборга. Сегодня можно оценить толщину стен этого мощного укрепления. Идем дальше. По пути наш гид знакомит туристов с историей. Согласно легендам, эти места освоили предки современных карелов более 1000 лет назад, а сам город Выборг основали шведы в период одного из последних крестовых походов. В течение столетий он переходил из рук в руки, наследуя культуру нескольких наций, обрастая легендами и архитектурными реликвиями разных времен и народов. Сегодня на территории старинного города-крепости расположено более 300 объектов шведского, финского и русского наследия. Старый город, к сожалению, не пешеходный, но все же приятно видеть, что здесь сохранилась старинная брусчатка, а многие здания находятся на реконструкции. У Выборга есть сразу несколько визитных карточек. Во время экскурсии мы отыскали самые главные. Среди них самый старый жилой дом в России. Он построен в XVI веке. А это знаменитая часовая башня. Это бывшая колокольня старого кафедрального собора. За годы существования она была разрушена и восстановлена несколько раз. А колокол, который ее украшает, подарила сама Екатерина II. Главная достопримечательность Выборга – настоящий средневековый замок XIII века на Замковом острове. Здесь легко перенестись в прошлое. Толстые стены, бойницы, кузницы, брусчатка. Атмосфера потрясающая. Именно здесь легенды старого Выборга кажутся особенно интересными и завораживающими. Обязательно тут побывайте!
Я долго думала, как лучше поехать в Выборг, своим ходом на 2-3 дня или с экскурсией. И я очень рада, что выбрала второй вариант. Если бы я гуляла сама, то я бы посмотрела город очень быстро и, наверное, я бы ничего не поняла, потому что, это здание. Можно, конечно, о них почитать, но всего ты все равно не уловишь. А когда идешь с экскурсоводом, он рассказывает, и все это очень интересно, и город оживает. Я думаю, что именно поэтому мне и понравился Выборг. Напишите в комментариях, понравился ли этот город вам, и хотите ли вы здесь побывать. Ставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.